Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу снять небольшой видеоролик, наверное, для новичков. Потому что часто спрашивают про алтарь. Что такое алтарь? Алтарь в магии у ведьм и у обычного человека, в принципе, имеют одну и ту же функцию и предназначение. Только единственное с разницей, что ведьма возле своего алтаря служит силам, а вы поклоняетесь. Вы приходите просить и получаете, а она работает возле своего алтаря. Вот что такое вообще алтарь сам по себе? Это может быть что угодно. Это может быть стол, это может быть шкафчик, комод, может быть рукотворная какая-то красивое такое помещение, ну, как стеллажи. Как угодно может быть, там, где вам удобно проводить ритуалы. Значит, алтари могут быть несколько, их может быть в доме. Значит, алтарь – это некий такой мост или дверь. Я сейчас объясню, почему мост и дверь. Есть мир физический, есть мир метафизический, то есть тонкий план. Вот алтарь – это некий такой мост между миром людей и миром духов. Если уж по-нашему сказать, попроще, чтобы было понятно, между миром Нави и Яви. Явь – это мы с вами, реальное явление физическое. Нави – это мир духов, богов, сил, потусторонний мир. На алтаре ставятся статуи или чуры богов. Вы можете создать определенный алтарь, и все время эти статуи будут там находиться. У меня дома вы видели несколько таких алтарей. Ну, в принципе, можно сказать, весь дом алтарь. Далее. Вы можете на этот алтарь ставить по необходимости определенные атрибуты магии для ритуалов и статуи или чуры богов, которые вам в данный момент нужны, и вы хотите к ним обращаться. Вот алтарь заимствовало и христианство, и ислам, и другие религии из язычества. Например, для чего иконы, иконостас дома, красный уголок, который всегда был. Это место поклонения, место, где зажигают свечи, место, где просят благословения, где молятся. Это вот некий мост между вами и той силой, к которой вы обращаетесь за помощью. Далее, почему алтарь – это дверь? Дверь в потусторонний мир – это портал. А портал – портунус, что означает в переводе с греческого портос, портунус – это ворота, двери. Это двери в потусторонний мир. Нет, потусторонний мир вас слышит везде и всюду, но там особая аура. Вы, когда призываете богов и просите о помощи, не боги спускаются вниз, а их сила приходит вас слушать и помогать. Алтари были издревле. Домашний алтарь – это не нововведение, просто мы начали об этом говорить, возобновлять, напоминать о том, что у каждого дома стояли хранители чуры, какие-то изображения. И до сих пор это есть и у восточных народов, у западных народов, когда возле домов, например, ставили какие-то статуэтки, может, примитивные, из камня, может, более искусно сделанные. Это были хранители очага, дома. Есть хранители
дорог, есть хранители леса, все эти статуи, алтари там этих статуй, там жертвенники и прочее, это не что иное, как вот эти вот двери, мосты, порталы, места, где соединяются нижний мир, верхний мир, если уж так хотите сказать. Потом на местах этих алтарей образовались храмы, образовались капища. После пришли религии, точно так же по образцу древнего мира, язычества, начали, значит, строить храмы. Прямая связь человека с тем Богом, с той силой, которому он поклоняется. Он приходит сразу, у него прямая связь с ним. То есть это место усиленное, если вы хотите так по-своему понять, намоленное. То есть оно со временем, чем больше вы приходите, потом поколение одно за другим приходит к этому месту, и это место становится неким таким столбом, соединяющим мир духовный и мир физический. Вот вы заходите, когда в храм, вы попадаете в свой духовный мир, если вы идете туда. Значит, иконы, ладан, песнопения, свечи. Это все создает ауру духовного мира. Свечи, которые тоже пришли из язычества. Свеча, соединяющая мир духовный и мир физический, пламя свечи. Оно как открывающий портал, точно так же открывающий двери, насыщающие энергией эти духи, которые пришли к вам, значит, для того, чтобы вам помочь. Итак, для чего нужен алтарь? Для того, чтобы, во-первых, настроиться сразу. То есть вы сразу вот нарабатываете эту связь. Не люблю это слово современное, ну, так понять. Нарабатываете, усиливаете эту связь, тесную связь с миром духов, с теми силами, которым вы пришли за помощью. Есть алтарь предков, об этом тоже было сказано. Алтарь может быть единый, где могут быть статуи богов, к которым вы обращаетесь, фотографии ваших ушедших родственников, куда вы приносите, ставите украшения, какие-то подношения, камни, которые обладают силой земли, тоже важны. Вы можете туда положить землю, просто эта земля, напоминающая вам о том, что вы, например, от земли, силы земли берете все, что есть. Мы должны быть благодарны земле, которая нас кормит, она кормилица, один из величайших, значит, стихий. Можете ставить вино, можете ставить, значит, фрукты, иногда и менять, потому что оно обесточивается, это все. Духи, которые там обитают, которые охраняют ваш алтарь, они требуют какой-то подпитки, забирают эту силу, энергию, потому что духи питаются ароматами еды, энергией еды. Мы питаемся физической частью еды, да, они ароматами. Поэтому эти алтари могут быть на ваш вкус оформлены, нет определенного какого-то обязательства. Единственное, что темных богов дома держать нехорошо, нельзя обычному человеку, потому что даже в древние времена были боги, куда могли люди прийти в этот храм и просить сами, а были боги, к которым обращались только через посредников, потому что это были боги темные. Это были боги, которые управляли силой магии, силой войны и так далее. И нельзя было к ним прийти без посредника, можно было быть наказанным. Ну вот, например, дома Анубиса держать нехорошо, потому что он проводник в мир иной. Держите дома Анубиса, значит, постоянно будут смерти. Люди иногда не замечают, едут в Египет, там берут эти красивые статуэтки этих богов и привозят. А потом замечают, что у них дома постоянно умирают собаки, кошки. Почему? Потому что он без дела стоять не может, эта статуя. Сила Анубиса, которую вы привели в свой дом, оно должно сопроводить и забрать на тот свет кого-нибудь. Он же проводник душ в мир, значит, богов, в мертвый мир. Та же Баста, она может привести мир в семью, но у нее есть вторая ипостась. Это грозная львица, которая может, наоборот, держать в напряжении. И в конце концов люди могут расстаться, не поняв почему, что именно эта статуя сыграла свою роль. Поэтому с этими то есть богами, с их силами надо быть осторожнее. Хейль нельзя,
обычному человеку, нельзя Гекату. Когда людям объясняю, они все равно как тугодумы. Вот у меня, я знаю, она ко мне пришла во сне, мне она не навредит. Потом приходит и начинает говорить, что у них жизнь рушится. Я не хочу таким людям помогать, потому что я им объяснила и сказала человеческим языком. Они сигнорировали. Если люди меня не слышат, я не хочу им помогать больше. А я говорю, что Гекату, Мару нельзя обычному человеку иметь дома. Эти алтари, эти статуи, они привлекают их энергию, энергию этих богов. И эта энергия богов должна подпитываться работой ведьмы. Если этой работы нет, если человек не ведьма, то просто эти статуи начинают пожирать и забирать вашу энергию. Именно те боги, которые темные сферы. Далее. Боги, которые даруют удачу. Боги, которые даруют здоровье. Их алтари, их статуи можно держать дома, потому что они, скажем так, ну не скажу светлые и темные, это мы условно различаем, но они относятся к светлой сфере человеческой жизни и бытия. Значит, следовательно, они приносят такую здоровую энергию удачи, помощи человеку и его семье. Алтари могут улучшить ваше пространство, энергию в семье, в доме, значительно улучшить, потому что те духи, которые все время будут приходить и приходить, вы же призываете там удачу, деньги, вы кладете туда украшения свои, потом носите. Они как бы пропитываются этой энергией этих богов. Богов удачи и богов благополучия. И, естественно, все время будут приходить эти силы в ваш дом, и они будут оздоравливать атмосферу дома, усиливать. Далее. Вот определенные инструкции, уже сказала, что туда класть, нет. Если в определенный ритуал нужно что-то такое сделать, да, это другой вопрос. Зажечь какую-то такую свечу такого цвета, значит, алтарь должен быть такого цвета. Вы можете любой алтарь, он может быть черного цвета, то есть черная ткань, красная ткань, зеленая ткань. Я этому научила людей, и я рада, что люди поняли, этим пользуются. Это хорошо. Желательно, конечно, чтобы они не закидывали камнями того, кто им дал эти знания. Ну, в любом случае. Далее. Вот это место, она усиливается. На алтаре можно и чистку провести, и призывать удачу. Все что угодно. Оно именно для того, чтобы вы сразу же, как бы сказать так, соединились с силами мироздания, с теми богами, которых вы призываете. Чтобы сразу же пришли эти силы и забрали эту порчу, которую вы очищаете. Значит, камни, настоящие натуральные камни, украшения, которые вы можете носить. И эти украшения, они более, как бы сказать, уже такой защитной функции, потому что они все время на алтаре бывают. Тарафимы, то есть это в Древнем Риме так называли покровители семьи. Туда входили боги их племени, тотемы, значит, маски их предков, так называли эти изваяния, статуи предков. Они все считались тарафимами, то есть это такие оберегающие духи. И для чего вот эти вот куклы удачи, куклы там защитные, куклы денежные? Туда вселяется определенная сила. Это предметы-посредники, через которых вы связываетесь с этими духами, с этими силами. Все предметы, статуи богов, значит, фотографии ваших предков, определенные там куклы или чуры, изображения и так далее, они все предметы-посредники, через которые эти силы с вами связываются. Вот через фотографии своего предка легче с ним связаться, потому что в голове этот образ образуется, и
Уже мы несколько раз с вами обсуждали, что духи, они приходят, души людей приходят именно с силой мысли появляются. Там, где про них сказали, они проявляются туда. А сила мысли сильнее, когда перед глазами лицо человека, да, его изображение, какой он был при жизни. Хотя они и так могут прийти, если это ваши предки, они и так вас слышат. Но так намного сильнее ваша связь. Это присутствие их в вашей жизни постоянное. Потом вы видите, знаете, есть такое выражение, я должен видеть своего Бога. Даже религии, которые запрещали идолопоклонство и так далее изначально, они сами потом постепенно это внедрили. Почему? Потому что человек должен видеть того святого, которому молится. Он должен видеть того Бога, которому молится, по крайней мере, примерно представлять себе, какой он. Он должен видеть святых, которым молится. Он должен видеть там все эти святыни. И в каждой религии это все постепенно внедрялось, как в языческое время. И человек должен видеть их, что вот я не одна, вот мой алтарь, вот моя связь с моими богами. Если у меня что-то не получается, я могу просто прийти, просто попросить, и у меня получится. И должна быть такая уверенность, как, например, если вы вот знаете, что вы сейчас включите телевизор, и там покажут фильм, который должны показать во столько-то часов, и вы точно знаете, сидите, просто включайте и смотрите. То же самое должно быть, понимаете, уважение со временем, значит, абсолютная вера в эти силы, убеждение в том, что они вас слышат, видят, и обязательно приходят на помощь. То есть это бесконечное доверие, что они существуют, и они вас слышат. Итак, алтарь – это определенное место в доме, где находятся атрибуты магии, предметы-посредники, через которые вы связываетесь с этими силами. Это двери, куда вы стучите, сразу получаете оттуда ответ. Это место, где вы нарабатываете свою силу, усиливаетесь, постепенно собирая больше и больше, скажем так, и алтарных предметов. И эта сила концентрируется, усиливается в одном месте. Он может быть на видном месте, он может быть в нескольких местах. Алтарь – это посвященный вашим силам, богам, определенный уголок, где они с вами соединяются. Они, конечно, могут прийти по всему дому вам помочь, но это определенное место, которое становится таким красным уголком, местом поклонения вашего, уединения, соединения с этими силами. И этот алтарь должен быть оформлен так, как вы считаете, по вашему вкусу и в соответствии с вашими духовными потребностями. Вы считаете, что там должны быть камни, фотографии ваших предков. Вы считаете, что там должны быть статуи тех богов, к которым вы чаще всего обращаетесь. Это должно быть сделано с любовью. Вы должны понимать, что чем больше уважения к этим силам, тем больше уважения и помощи оттуда. Вы же, когда приглашаете в ваш дом какого-нибудь знатного гостя, вы же не угощаете его пластмассовыми там этими тарелками туда, накинули, не знаю, всякое, салат и так далее, и поставили и с пластмассовыми этими стаканчиками. Нет. Точно так же, как и в храмах, и в мечетях, и в буддийских храмах. Все там из мрамора, дорогие ковры, значит, золото, серебро, что еще, каменья драгоценные. Почему? Это уважение к силам, все настоящее, все натуральное, все настоящее и связывающее с силами мироздания, без фальши. Все это должно быть, то есть самое лучшее для тех сил, которые управляют мирозданием и нашими судьбами. Вот что такое алтарь. Я надеюсь, что вы еще раз обновите в голове, потому что я об этом уже говорила. Ну, еще раз говорю. Алтарь ведьмы – это для, значит, служения этим силам, где она набирается сил, где она связывается, где уединяется спокойно с ними. Она может и отдельно в другом месте уединиться, но она уединяется в этом месте. Ей нужно место,
где она спокойно отключится от всего мира, абстрагируется и погрузится в мир иллюзионный или в мир потусторонний, мир вот этот метафизический. То есть мы живем между двух миров. Мы должны, наш разум, наше подсознание загружается туда. Вот наш мир вокруг нас перестает существовать. Мы вот туда идем, в мир видений, в мир демонов, в мир сил, в мир мертвых душ и так далее. Это наш алтарь. Он более, скажем, зловещий, он более темный, он более опасный для обычного человека. Но мы к этому привыкли, мы живем, мы призваны для этого, поэтому мы там создаем, получаем информацию, ясновидим и так далее, и так далее. Для обычного человека, обычно это не означает, что все люди равны. Есть люди талантливые, есть люди из сильного рода, из слабого рода, но люди, которым не дана сила такая, как дана ведьме, у таких людей свой алтарь. Они туда приходят поклоняться, не служить, не получать ту информацию, которую нужно потом передать людям и так далее. Нет, они приходят поклоняться, они приходят лично для себя просить и получать. И еще раз на всякий скажу, для новичков, внизу не пишите, я могу начитать на своего мужа исцеление крови, я могу... Нет, вы не можете никому ничего делать. Там, где можно делать, сказано, и на каких условиях. В остальных работах, если там не сказано, вы не имеете никакого права за кого-то что-то сделать. Если сделаете, получите очень сильный удар, потом не жалуйтесь. Потому что мне иногда пишут такие тугодумы, толстокожие люди, которые, а я сделала, мне помогло, потом через некоторое время приходят, помогите, спасите, у меня все рушится. Я их посылаю очень далеко. Потому что если вы игнорируете мое слово, вы не заслуживаете абсолютно ни секунды моего внимания. Больше потом. Если вам сейчас не дали по башке, это не значит, что через месяц-два не дадут, понимаете? Люди приходят в наглую, а я проводила, и все нормально. А потом спасите меня. Поэтому ваш алтарь должен отличаться от алтаря ведьмы тем, что вы не должны ставить туда тех богов, о которых не сказано. То есть их чуры, их изображения. Я не хожу, не проверяю ваши алтари, дома. Хотите, делайте, что хотите, то и делайте. Это ваше право. Но вы имеете в виду, что я не просто так вам говорю, я говорю, желая вас оградить от опасности. Если вы это не понимаете, это уже ваша личная беда. Итак, друзья мои, я надеюсь, надолго хватит вот, собственно, этого объяснения. И новички, которые не знали об этом, узнают, и, собственно, у них больше не будет вопросов долгое время. Всем удачи и всех благ.